Компания Audi представила электрический кроссовер Q4 e-tron, свою первую модель на фольксвагеновской платформе M и B. Это премиальный аналог вышедших в прошлом году Skoda Enyaq iV и Volkswagen ID4, который отличается от них в основном дизайном и оснащением. Также одновременно немцы представили и купеобразную версию кроссовера под названием Q4 e-tron Sportback. Появление Audi Q4 e-tron на рынке ждали более 2 лет. Его предвестником был одноименный прототип, представленный в 2019 году на Женевском автосалоне. Q4 – это второй электрокроссовер в линейке, которую основал обычный e-tron в 2018 году. Но в отличие от своего старшего брата, который использует платформу MLB EVO, изначально разработанную для автомобилей с ДВС, Q4 e-tron базируется на младшей электрической платформе M&B концерна Volkswagen. Шасси имеет стойки Макферсон спереди и многорычажку сзади. Доступно несколько вариантов подвески. Помимо стандартной, есть спортивная с уменьшенным на 15 мм клиренсом. Она адаптивная и входит в пакет S-Line. В качестве опции предложен и рулевой механизм с передаточным шагом зубьев, стандартный для полноприводных версий. При этом на задней оси устанавливаются барабанные тормоза. По габаритам Audi Q4 e-tron вписался между Q3 и Q5 в соответствии со своим индексом. Его длина 4588 мм против 4484 мм у Q3 и 4663 мм у Q5. Ширина 1865 мм, высота 1632 мм и колесная база 2764 мм. Купеобразный Audi Q4 Sportback e-tron отличается по высоте 1614 мм. Также его отличает коэффициент аэродинамического сопротивления 0,26 против 0,28 у Q4 e-tron в стандартном кузове. А основное внешнее отличие Audi Q4 Sportback e-tron от обычного кроссовера – силуэт с сильно заваленными задними стойками и покатой крышей, в результате чего он и получился ниже. Напомню, что все медиаматериалы, полную презентацию и даже видео с полным циклом производства Audi Q4 e-tron вы можете посмотреть на моем втором канале. Ссылку оставлю в правом верхнем углу и в конце этого видео. Вместо решетки радиатора у Q4 e-tron установлена глухая имитация, под которой спрятаны датчики и радары вспомогательных систем, а настоящий воздухозаборник расположен в нижней части бампера. Светодиодные фары есть уже в базе. За доплату предложен матричный головной свет. При этом рисунок ходовых огней можно выбирать из 4 предложенных вариантов. Размер колесных дисков у электрокроссоверов от 19 до 21 дюйма. Главное новшество салона – огромный проекционный дисплей с дополненной реальностью. Его диагональ составляет около 70 дюймов. Водитель видит информацию на расстоянии 3 и 10 метров перед автомобилем. На переднем плане выводятся указания навигации и скорость, а на дальнем – данные об автомобиле впереди. При этом генератор изображений за доли секунды между обнаружением объекта датчиками и выводом картинки успевает подстроить ее к непрерывно меняющемуся положению машины, учитывая скорость и даже вертикальные колебания кузова. Система помечает цветными полосами идущий впереди автомобиль, показывает работу активного круиз-контроля, а также умеет рисовать на дороге в точно рассчитанных местах красные виртуальные линии разметки, если машина смещается в сторону соседней полосы без включения поворотника. В интерьере выделяется двухуровневая центральная консоль. На верхнем этаже расположен пульт управления трансмиссией, а на нижнем беспроводная зарядка для смартфона. Одна из основных функций – собственный голосовой ассистент Audi, который, например, может ответить на вопрос о ближайшей зарядной станции. Для Q4 e-tron предусмотрен сенсорный экран мультимедийной системы на 10,1 дюйма. Позже будет доступен вариант с дисплеем диагональю 11,6 дюйма, самый большой экран, который ставится на автомобиле Audi. Сиденья второго ряда стоят на 7 см выше первого. При этом над головами задних пассажиров остается еще достаточно места. Клиенты смогут выбрать один из 9 вариантов оформления интерьера.
5 для базовой версии и 4 для интерьера S-Line, включая отделку из эко-замши, созданной из переработанных пластиковых бутылок. На верхних спицах руля расположены сенсорные поверхности с подсветкой активных кнопок. У него будет несколько вариантов. Топовый со скошенным снизу и сверху ободом, подогревом и лепестками для регулировки и рекуперации. Объем багажника Q4 e-tron варьируется от 520 до 1490 литров в зависимости от положения спинок задних сидений. В салоне предусмотрено несколько отсеков для хранения общим объемом 25 литров, а в дверях имеется ниши для литровых бутылок. На старте продаж Q4 e-tron и Q4 Sportback e-tron предложат в 3 модификациях. Базовый моноприводный Q4-35 e-tron укомплектован электромотором на задней оси. Он выдает 170 лошадиных сил и 310 Нм крутящего момента. Такой электрокар оснащен батареей емкостью 52 кВт-часа, которая обеспечивает пробег до 341 км по циклу WLTP, а более обтекаемый Sportback проедет 349 км. На разгон с места до 100 км в час Q4 e-tron и Q4 Sportback e-tron тратят 9 секунд, а их максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в 160 км в час. Средняя модификация Audi Q4 40 e-tron тоже заднеприводная. Однако мощность электромотора здесь увеличена до 204 лошадиных сил, а емкость батареи до 77 кВт-часов. Время разгона до сотни 8,5 секунды. Максимальная скорость та же, зато заявленный запас хода достигает 520 км, а Audi Q4 Sportback 204-сильная установка не положена. Топовый Q4 e-tron с индексом 50 получил двухмоторную установку и полный привод. На передней оси расположен 190-сильный электромотор, мощность заднего составляет 204 силы, суммарная отдача 199 сил. Заряда батареи емкостью 77 кВт-часов у Q4 e-tron хватает на 488 км, а у Q4 Sportback e-tron на 497 км. На разгон до 100 км в час электрокроссоверы тратят 6,2 секунды, а ограничитель скорости срабатывает на 180 км в час. Q4 можно зарядить как от бытовой розетки, так и от терминалов постоянного тока мощностью до 125 кВт. А во втором случае за 10 минут батарея сможет принять заряд для пробега на 130 км. В базовом оснащении модели числится предупреждение о выезде с полосы и система экстренного торможения. По сложившейся традиции новинка будет доступна в приветственной серии Edition One. В Германии Q4-35 e-tron стоит от 42 тысяч евро, около 3 миллионов 800 тысяч рублей. Q4-35 e-tron Sportback обойдется минимум 44 тысячи евро, 4 миллиона рублей. Цены на Q4-40 e-tron начинаются от 47 500 евро, почти 4 миллиона 400 тысяч рублей. А за топовый Q4-50 e-tron и Q4 Sportback 50 e-tron придется заплатить 53 тысячи 4 миллиона 900 тысяч рублей и 55 тысяч почти 6 миллионов рублей соответственно. Производство обеих моделей организовано на немецком заводе Volkswagen. У европейских дилеров Q4 e-tron появится в июне этого года, а кросс-купе до конца лета. Позже Audi Q4 e-tron и Q4 Sportback e-tron ожидаются и на российском рынке. Как вам новый Q4 e-tron и какая версия вам больше понравилась? Обычная или купеобразная? Напишите свое мнение в комментариях. Также не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и быть в курсе последних событий автоиндустрии.